Когда умирает близкий человек, на душе остается поганое чувство давящей пустоты, глухой беспомощности до слез. Ну вот, может, вы и не виделись с ним давно, но вот же он недавно только писал такой трогательный пост о любви к жене. Он где-то жил, а тут раз, и его уже нет. Ведь я не то чтобы был хорошо знаком с Алексеем Навальным. Ну, я видел его, конечно, несколько раз, и да, общался с его родителями, когда готовил материал для газеты. Но смерть Алексея вызвала у меня именно такие чувства. Я как будто потерял очень близкого человека. И не только я, вообще тысячи и даже миллионы людей по всему миру. От Ирландии до Аляски они несли на улице своих городов цветы, свечи и фотографии Алексея Навального. Их никто не сгонял, как бюджетников в Лужники. Они просто не могли иначе. У них забрали кого-то очень важного. Забрали часть веры в будущее и в справедливость. Для кого-то вообще 16 февраля стало переломом. Как начало войны 24 февраля или 27 февраля, когда убили Немцова. Эти чертовы феврали. Может, помните, в России август всегда называли черным месяцем. Все время тогда случалось что-то страшное. Вот в эти последние недели лета из-за разгильдяйства отпускных чиновников. Ну а сейчас наша страна будто погрузилась в бесконечный черный февраль. Такой холодный, грязный и безнадежный. Я не знаю, что бы отдал, чтобы не записывать этот выпуск разборов. Мне казалось, что они пропустят Алексея через все круги ада. Изолируют, унизят, замучают, но не убьют, нет. Оказалось, я ошибался. Ну, согласитесь, последнее, что хотел бы Навальный, это чтобы мы сейчас посыпали головы пеплом и почитали, что все потеряно и все бесполезно. Он бы никогда себе такого не позволил. Поколение наших родителей выросло на романе «Овод». Про мечтателя-революционера, который рискнул пойти против системы. Кстати, герои книги в конце даже казнить с первого раза не смогли. Такие пугающие параллели. Плохо стреляете, братцы. У нас сейчас не так много ярких литературных образцов для подражания. Но, к счастью, они есть в жизни. Так что не бойтесь позвать к экрану ваших близких и детей, конечно, тоже. Я хочу рассказать им об очень смелом человеке. Камера, в которой Алексей Навальный провел заключительную часть своего срока, выглядит вот так. Сырой, холодный каменный подвал 2 на 3 метра. В этих условиях политик просидел 295 дней. Еще раз, 295. Прилечь нельзя. Книжку и блокнот с ручкой выдают на час в день. Еще в начале его срока Медиазона посчитала причины, по которым Навального отправляли в этот карцер. 3 суток за расстегнутую пуговицу. 5 суток за то, что не убрал руки за спину. 15 суток за то, что цитировал решение ЕСПЧ. И 11 суток за то, что назвал сотрудника лейтенантом, а не по имени-отчеству, чем, цитирую, оскорбил. Администрация и тюрем озлобились на идею Алексея создать профсоюз заключенных, который бы защищал их права. Ну и вообще на неповиновение тюремным правилам. Его бьешь, ломаешь, кидаешь в подвал, а он, знай себе, подшучивает то над судьей, то над персоналом колонии. Ваша честь, я жду, я вам отправлю номер своего лицевого счета, чтобы вы с вашей огромной зарплатой федерального судьи подогревали мой лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются, а благодаря вашим решениям они закончатся еще быстрее. Так что присылайте. Артем Задович, вы тоже там скидываете всей зоны. До свидания. Это был человек не железный, а какой-то вольфрамовой воли, сломить которую так и не удалось. И единственное, что подводило его в этих условиях, это здоровье. Но и тогда он продолжал улыбаться довлатовской улыбкой разума. После отравления, о котором я еще расскажу, Навальный заново учился дышать, говорить и ходить. После такого человеку требуется постоянное внимание врачей, чтобы рядом были люди, а не звери. В тюрьме у него обострились проблемы со спиной, которые мешали ходить. К нему неоднократно подселяли то бомжей, то больных гриппом, от чего сам Алексей постоянно болел. От огромных доз неизвестных тюремных антибиотиков он тогда получил проблемы с желудком. Весь прошлый год Навальный пытался добиться приема стоматологов, а в декабре потерял сознание прямо в камере. Ну вот что это, если не планомерное убийство? Планомерная издевательская казнь день за днем. Я борюсь за новое будущее для своей семьи, для своих детей. И вы боретесь за это же. Так же, как и вы. Я никогда не сдамся и никогда не уйду.
Алексей Навальный стал неугоден российским властям с самого начала своей правозащитной и политической карьеры. Его расследование в ЖЖ и проект «Роспил» не давали спокойно воровать деньги чинушам. Его фразы про прекрасную Россию будущего и партию жуликов и воров тут же уходили в народ и становились мемами. Апогеем противостояния стали 11 и 12 годы, когда на улицы Москвы и других городов России выходили сотни, даже не сотни, а именно сотни тысяч человек с плакатами «Путин, уходи» и «Долой жуликов, воров». Это было время абсолютной романтики и веры в лучшее. Веры в то, что зло можно, если не победить, то хотя бы напугать, отогнать. Это была и моя вера, меня, 20-летнего, в будущее моего поколения. Что мы сможем исправить ошибки предыдущих поколений, наших дедов и родителей, поломанных советской властью. Люди видели, как власть нагло обманула их на думских выборах, как бесстыдно нарисовала голоса. И вот новое поколение, не знавшее порки и тотального контроля большого брата, оно взбунтовалось. Люди вышли сказать об этом, и главным человеком в оппозиции, объединившим любовь сограждан и ненависть системы, был он, Алексей Навальный. Даже если люди далеко не во всем были с ним согласны, как, например, я, всех завораживали его бесстрашие, искренность и дерзость. За что меня забираете? Вы что делаете? За что вы его задержите? Не разживиться! Всем оставаться здесь! Ему говорили, что это безумно, невозможно, бесполезно, но в 2013 году Навальный выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Москвы. И я до сих пор помню, как по городу тогда каждая третья машина разъезжала с наклейкой «Навальный». По результатам этих выборов, даже после всех фальсификаций и вбросов, натянувших мэру Собянину заветные 50 с небольшим процентов, Алексей занял второе место. Второе место в 12-миллионном городе. Вы представляете? Такой популярности Путин и чекисты ему уже не могли простить. К президентским выборам 2018 года Навального ожидаемо, конечно, не допустили. И раз уж его невозможно было заткнуть и посадить, то остается только один выход. Несколько раз прокремлевские активисты обливали его зеленкой. После одного из нападений он чуть было не лишился зрения на один глаз. И это были предупредительные звоночки, чтобы намекнуть и напугать. Но ни того, ни другого не получилось. И тогда в ход пошел боевой яд. В августе 2020 года Алексею стало плохо в самолете из Томска в Москву. А дальше цепь счастливых случайностей. К счастью, пилоты быстро посадили самолет в Омске. К счастью, немецкая клиника Шарите смогла забрать его на лечение. К счастью, организм Алексея смог справиться. А дальше фантастическое разоблачение. В своем фирменном стиле, с издевкой и иронией, Навальный сделал то, что не смогли сделать, да и явно не хотели все спецслужбы России. Раскрыл свое же отравление. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, какой предмет одежды, на какой предмет одежды главный был акцент? У нас самый рискованный в теории предмет одежды какой? Поймав его исполнителей на глупости и непрофессионализме. Казалось, Навальный тогда победил смерть и, как пират, весело и с огоньком начал атаковать зло. Намазать ядом трусы – достойная работа для офицера спецслужб путинского времени, не правда ли? Такая точечная работа на благо Родины. Вершина карьеры. Фильм «Расследование об отравлении» собрал в Ютубе 30 миллионов просмотров. А еще были «Он вам не Димон» про тайное имущество Медведева. 46 миллионов просмотров. И, конечно, расследование о секретном дворце Путина с аквадискотекой, устричной фермой и унылой пошлостью позолоты в интерьерах. Сейчас у него 129 миллионов просмотров. Пропагандисты тогда негодовали, мол, не может такого быть, это накрутки, рука Запада, слив ЦРУ. Да нет, ребят, просто вы со своими миллиардными бюджетами на этой площадке рядом не стоите с человеком, который просто сидит за столом, человеческим языком объясняет, кто тут вор и почему так не должно быть. О возвращении в Россию Навальный также заявил в своем YouTube-канале. Сейчас это уже риторический и, наверное, в целом неважный вопрос, нужно ли было ему возвращаться или нет. Он сделал так, как считал правильным, то есть поступил, как поступал всегда. Странно было ожидать от него другого решения. Его прилет власти превратили в блокбастер. Разворачивали самолет в другой аэропорт, винтили людей в зале прилета. Один из последних кадров Навального на свободе перед посадкой самолета, когда объявили, что он сядет не во Внуково, а в Шереметьево. И вот, вглядываясь в иллюминатор, на секунду Навальный застывает и зажмуривает глаза. Берет жену за руку. Сейчас кажется, что тогда он понял, какой будет финал. И к нему он, кажется, тоже был готов.
И в итоге все закончилось на максимально эмоциональной ноте. Вот он в последний раз целует свою любимую жену и уходит с полицейскими. Больше Алексей Навальный на свободу так и не выйдет. У меня специальный статус. Поэтому все равно меня пригласить, я в отсутствие адвоката ничего говорить не буду. Это что-то, Александр, вы пройдете с нами? Да, Не зря фильм о судьбе Навального получил Оскар. Все-таки Алексей – это идеальный супергерой вселенной Марвел, чья суперсила смеяться в лицо своим палачам, приводя их в бешенство. Да такое, что главный престарелый альфа-самец страны, переживший острейшее интервью с Такером Карлсоном, в каком-то сакральном страхе так ни разу и не упомянул его фамилию. Блогер был, берлинский пациент был, этот гражданин даже был. Но вот слово «Навальный» Путин не произнес ни разу. У Марка Захарова есть гениальный фильм «Убить дракона» по не менее гениальной и в свое время запрещенной пьесе Евгения Шварца. Там странствующий рыцарь Ланселот вступает в бой с кровожадным драконом, желая подарить свободу жителям города. Но даже мерзкий дракон, хоть и боится Ланселота, но все же бьется с ним 1 на 1. И в итоге проигрывает. Ну а Путин же только и смог, что из-под тишка подослать к Навальному опричников, чтобы те намазали новичком его трусы, а также обливали зеленкой и гноили в нечеловеческих условиях. Да он и мертвый продолжает пугать эту систему. Вы же видели, как менты и непонятные молодчики тут же принялись громить стихийные мемориалы в памяти политики. Ну а вопрос о похоронах Алексея так и остается до сих пор открытым. Церемония прощания, если она состоится, соберет огромное количество людей, я в этом уверен. А его могила станет местом притяжения. Этим могут воспользоваться власти, притянув решение Конституционного суда. Там написано, что если есть опасение, что надгробие экстремиста может стать объектом культового поклонения, то хранить его нужно в безымянной могиле на неизвестном кладбище. Раньше это правило распространялось на экстремистов, убитых или захваченных во время антитеррористических операций. Навального же признали террористом и экстремистом уже во время отбытия срока. То есть он, никак не мог совершать преступление, находясь в тюрьме. В его случае закон нелогичен и противоречит сам себе. Впрочем, это я говорю о странах, где законы хоть как-то частично соблюдаются. В заключение хочу сказать вот что. Посмотрите на эти фотографии. Удивительно, правда? Я как-то раньше даже и не придавал значения, но ведь почти на всех кадрах Алексей улыбается. Он улыбается, когда ему читают приговор в зале суда. Улыбается, стоя в тюремной робе за решеткой. Да даже когда немецкие врачи его только-только достанут с того света, он первым же делом улыбнется. В этой улыбке был какой-то синоним самой жизни. Пока Навальный улыбается, все хорошо, и у нас все еще есть шанс, и не все потеряно. Да, пусть он не в своей привычной студии, а за холодными стенами штрафного изолятора, но он есть, и он с нами. Эти тухлые чиновничьи рожи, от которых веет склепом, просто массовка в его спектакле. Они жрали друг друга, топали ножками, надували щеки от своей важности, а Навальный просто улыбался. И как же их это бесило, что единственным способом противостоять этой жизни стала смерть. Единственное, что они могут производить. Да только хер там вы угадали, Владимир Владимирович и прочие упыри. Смерть – это естественная штука. И глупо бояться того, что в любом случае произойдет. И еще глупее полагать, что смерть – это конец. Нет человека – нет проблемы. Так ведь говорят в ваших чекистских кругах, да? Но там не объясняют, что за смертью начинается бессмертие. И с ним вы ничего не сможете поделать. У вас его не будет. Вы будете прокляты в веках вашими же потомками. Против истории ведь не попрешь. А именем Алексея Навального, как бы вы ни бесились, еще назовут улицы в российских городах и городах мира. Ему, как и Немцову и Политковской, будут ставить памятники. Зло, каким бы страшным и могущественным оно ни казалось, не бесконечно. На смену отчаянию и беспомощности всегда приходит пробуждение. А смерть последней надежды становится точкой яростного сопротивления. Такова жизнь. И зло еще никогда не побеждало. Каким бы опустошительно холодным ни был февраль, за ним всегда начинается весна. Мои дети будут пересказывать своим детям историю улыбчивого парня, который все-таки победил дракона. Победил Волан-де-Морт. И жить они в этот момент будут в той самой прекрасной России будущего, о которой он так мечтал, но которую просто не успел увидеть. Мы просто не имеем права верить в другое. Поэтому спасибо тебе, Алексей Навальный.
И будь уверен, что продолжение следует.